То есть у вас есть спокойное место, где вы можете провести эту процедуру, вас никто не будет беспокоить. Да. Как мы ведем себя на реконструкции? Точно так же мы ведем себя на раскрещивании. Мы ложимся в 8 вечера на кровать. Мы пришли с улицы, с работы, откуда-нибудь с хобби различных, где вы бываете. Мы приняли душ, мы одели одежду не синтетическую, потому что на тонком плане человек выглядит, ну, примерно он около 3 метров ростом и 1,5–2 метра в ширину. Вот так выглядит его голограмма среднестатистического человека. И внутри находятся энергетические каналы, которые выглядят именно так, как на рисунках, только они еще в объеме. И по этим каналам будут проходить те, кто будет делать для вас работу, те, кто вас создал. Я не хочу вас перегружать информацией, но я уже говорила не раз, что целитель, я не знаю, смотрели ли вы видео или слушали материал, целитель никогда не работает сам, за целителем всегда кто-то стоит. И есть люди, которые это понимают, есть люди, которые это не понимают, то есть они либо осознанно, либо неосознанно совершают действия. Я совершаю действия осознанно. То есть я знаю, кто стоит за мной, я знаю, что они делают, я знаю, для чего они делают. Мы работаем большой командой. Поэтому если вы наденете синтетическую одежду, то синтетика, она с одной стороны помогла нам пережить вот эти Первую, Вторую мировую войну, когда она была изобретена, в Первой мировой войне, когда мы подошли к Первой мировой войне. Но с другой стороны, те, кто играет на поле земля против человечества, они быстро сообразили, что если одеть человека в синтетику, во-первых, хотели сэкономить, но там был еще один тайный смысл. Если одеть человека в синтетику, то те, кто вас создал, для них затрудняется проход по каналам, которые находятся внутри вашего тела. И таким образом доступ к различным вашим энергетическим центрам от Создателя, он блокируется. Понятно, что Создатель настолько высокоразвитое существо, что он может пройти через любую синтетику, это для него не проблема. Но Создатель тоже не работает сам, он работает с командой. И вот те существа, которые работают вместе с Создателем, они все разного уровня развития. И не все из них могут свободно, легким движением руки пройти по каналам. Некоторые не справляются с этой работой, это просто не их уровень прохождения через преграды. Для некоторых это чрезмерные энергозатраты, и они отказываются от этой работы. Поэтому, так скажем, те, кто играет на поле земля против человечества, те активно распространяют синтетическую одежду, различные смесовые ткани для того, чтобы затруднить проход, вот, так скажем, помощникам Бога к телам, к энергетическим центрам внутри человека. Потому что если бы человек был насыщен изнутри вот божественными существами, которые приходят оттуда, у нас бы было гораздо меньше проблем. А так, поскольку они не могут попасть через эти... Одежда на физическом плане блокирует энергию на тонком плане, блокирует эти проходы по энергоканалам. Поэтому, когда вы ложитесь на раскрещивание, то вы одеваете как можно... Я не говорю, что она должна быть вся из натуральных тканей, возможно, у вас и нет ничего под рукой, но постарайтесь сделать как можно более естественную одежду, из естественных тканей, естественных волокон. Я сделаю работу в любом случае, даже если вы полностью оденете в железный скафандр. Но если вы хотите, чтобы я успела сделать больше, чтобы мы успели, кроме раскрещивания, починить еще много того, что было сломано за то время, пока вы были крещеные, то, пожалуйста, дайте мне эту возможность. То есть облегчите мне мой труд, и я сделаю больше работы, чем мы договаривались, потому что я всегда делаю больше. Вы ложитесь, одевайте одежду из натуральных тканей. Рядом можно поставить стакан с водой, если вам будет такая необходимость. Сходите, пожалуйста, в туалет, то есть совершите все процедуры личной гигиены, которые вам будут нужны. Вы ложитесь и лежите. Можно спать, нельзя читать книги, заниматься разговорами по телефону, смотреть телевизор или очень себя перегружать. Допустим, если есть какая-то проблема, которую вы носили в голове в течение дня или носите там в течение какого-то длительного времени, то, пожалуйста, постарайтесь о ней не думать. Не думайте о белом танцующем медведе, постарайтесь в течение процедуры. Потому что нужна ваша концентрация на процесс. Если вы уснете, хорошо. Не уснете, то если уснете, пожалуйста, поставьте будильник, потому что нам нельзя проспать в 24:00 звонок по скайпу. Об этом я уже говорила. Поставьте 2 будильника, если вы просыпаете. Потому что я вас буду будить в 12 часов. 2-3 раза я позвоню, больше не смогу, потому что другие люди подходят, и я должна уделять
время и внимание согласно нашим договоренностям. А есть люди, которые живут на разных континентах, и у нас, допустим, ночь, у них только началось утро, и они уходят на работу, и нужно вот как раз это время им уделить. Поэтому, пожалуйста, следуйте расписанию. Все электронные и электрические приборы, пожалуйста, уберите от того места, где будет проходить раскрещивание 2-2,5 метра. Я не даю никакой гарантии и не отвечаю за приборы, которые находятся в зоне ближе 2-2,5 метра, потому что энергии через вас пойдут соответствующие высокочастотные, и я не гарантирую сохранность примитивной земной техники. Были случаи, поэтому убираем их в сторону. Компьютер, если вы оставляете его включенным и хотите быть вот на связи, созваниваться мы не будем. То есть в 8 вечера вы просто ложитесь. Если что-то экстренное произошло до 8 вечера, пожалуйста, вы мне звоните. В 8 я уже начинаю работу. Поэтому компьютер можно выключить, или если вы оставляете его включенным, то можно его поставить в стороне, чтобы он не подвергался вот воздействию этих высокочастотных энергий. Если в процессе работ возникла необходимость сходить в туалет, то вы мысленно говорите, что мне нужно в туалет. Вас слышат прекрасно, потому что мысли они на тонком плане материальные, и ее видно, она выглядит как формы различные, кристаллические. То есть понятно тем, кто будет с вами работать, что вам нужно в туалет срочно понадобилось. Но вы еще где-то минуту не встаете, потому что как только вы ложитесь на обряд раскрещивания, ваши конструкции и тонкополевые структуры тонкого плана будут открыты. И в таком виде люди не ходят, потому что мы откроем, сделаем работу и все закроем. И вы сможете уже в 12 часов сесть, разговаривать со мной с полностью закрытыми тонкополевыми системами. Это так называемая техника безопасности. То есть в таком виде не ходят ни по дому, ни на работу, не разговаривают с людьми, потому что это вы подвергаете себя опасности. То есть нужно большее количество энергии, чтобы оперировать действительностью в таком состоянии. И существа, которые, так скажем, играют против вас на поле Земля, могут заинтересоваться вашими тонкополевыми конструкциями, проникнуть вовнутрь, потом нам их придется доставать. Иногда бывает, что и не достать, потому что он проскочил, человек не сказал, допустим, что случилось что-то страшное, и он вынужден был подойти, позвонить по телефону маме. Поэтому мы не отслеживаем такие процессы. Вы сами, пожалуйста, следите за действительностью, которая происходит у вас вокруг. Если он не сказал, я не могу отследить это существо, которое пробралось в ауру, потому что в то время, когда вы лежите, над вашей кроватью будет установлен медицинский центр переносной, который я заберу после окончания работы. Так вот, под воздействием этого медицинского центра вы находитесь у вас стопроцентная безопасность и стопроцентная защита. То есть я отвечаю за поле в 2,5 метра от кровати, которое вас защищает и в котором мы проводим работы. То есть понадобилось ходить в туалет, мысленно говорите, что вам нужно в туалет, они прикроют конструкции, вы аккуратно доходите до туалета, потому что, возможно, вы почувствуете какое-то странное ощущение, то есть я иду, как будто большой шкаф распахнутый во все стороны. Некоторые этого не чувствуют, если вы почувствуете, вот люди рассказывают именно так. Сходили в туалет, помыли руки, пришли, легли, продолжаем работы. Никакие попутные дела. Соседка позвонила в дверь, я не знаю, снес ураган дом на соседней улице. Там, я не знаю, просветлел сосед с квартиры слева. Вас не беспокоит, возвращайтесь на кровать, и мы доделываем работу. То есть вы будете свободны в 24:00, когда вы встаете. Если у вас есть срочные дела, допустим, до завтра еще может случиться что угодно, поэтому если такие срочные дела появятся, допустим, нужно встретить срочно подругу или позвонить кому-то, вы говорите мне об этом заранее, и, допустим, скажите, я вот там в 9 вечера, мне нужно сделать срочный звонок, который там будет длиться 2-3 минуты, то мы на это время специально выделим, вы эти там 5 минут возьмете себе, поговорите спокойно, опять ляжете. Если вы не сказали, это значит, что мы делаем работу, и вы не вмешиваетесь в работу целителя, в работу команды, которая стоит за целителем. То есть вы всячески способствуете тому, чтобы работа сделана быстро, была и качественно. Если во время работы вы вдруг кого-то увидите или услышите, пожалуйста, вскакивать и кричать: «Меня хотят похитить инопланетяне», или «Как прекрасен этот мир», или «Как удивительны тонкие тела». Если вы будете так кричать, вы будете мешать мне работать.
или если вы будете очень сильно удивляться, восхищаться, или пытаться кого-то потрогать и поймать руками, то я выключу вам зрение тонкое. Я потом его включу, потому что вы увидели это благодаря тому, что, во-первых, пришла энергия высокочастотная, она могла и приоткрыть какие-то способности у вас. Во-вторых, у вас могли быть наработаны собственные способности, собственные тонкие тела. Не хватало маленькой капельки, чтобы начать видеть мир на самом деле такой, какой он есть. Поэтому, если вы это видите, вы лежите и спокойно реагируете. Вы можете разглядывать, вы можете прислушиваться, вы можете приглядываться. Прошу вас никого не хватать, потому что вы мешаете им работать, и они потом пожалуются. И с вас могут взять энергетический штраф. Во-первых, оштрафуют меня как целителя, потому что вы мешаете работать. Во-вторых, а я возьму штраф с вас, потому что я вас об этом предупредила. Но если у вас пойдет неадекватная реакция, какой там красивый, или ой, какой там странный, или как замечательный мир, то зрение вам выключат, потому что нам надо сделать работу. В 24:00 вы можете разглядывать кого хотите и где хотите. Ну, пожалуйста, с 20 до 24 вы ведете себя адекватно. Если хотите смотреть, смотрите. Это бывает не всегда, но это было неоднократно. Поэтому я заранее подстилаю вам и себе соломки, чтобы мы здесь не подскользнулись, то чтобы вы насладились необычным миром, и чтобы мы продолжали делать свою работу. А иначе придется сделать мир таким, какой вы видите сейчас. В принципе, у меня... еще могут быть различные ощущения. Что-то может зачесаться, что-то может заболеть сильно. Это не потому, что что-то с вами страшное происходит. А, допустим, мне нужно из одного из тонких тел вытащить конструкцию, которая провалилась с того тонкого тела, на которое эгрегор христианский смонтировал свое оборудование для того, чтобы вами управлять вашим сознанием, вашей волей. И они монтируют оборудование неэтично. То есть ни одна религия мира, ни буддизм, ни зороастризм, ни ведизм, ни кришнаизм, ни индуизм, я не знаю религии мировой, которая бы так неэтично поступала с тонкими телами человека. Потому что когда христианский эгрегор монтирует оборудование, у нас уже было православие никогда так не поступало. Потом пришло христианство, оно было создано для специальных целей, как говорится, чтобы карась не дремал. Ну, карась задремал, вот теперь карась хочет вернуться назад в свой чистый прудик. То есть они блокируют энергетические каналы человека, так что он плохо соображал. И они блокируют чакры головы, они блокируют чакры вот вдоль всего тела, и выглядит это так, как будто у вас надели ошейник на шею с шипами вовнутрь, большой такой вокруг вашей шеи, наверное, сантиметров 70 он, шипами вовнутрь, чтобы вы, не дай бог, не дернулись никуда и не подумали свободной головой, как можно жить по-другому. Этот ошейник, он простирается такими двумя большими шлеями сзади и захватывает все ваши сзади другие конструкции, которыми вы тоже управляете. То есть без ошейника вы этими конструкциями сможете управлять и по-другому жить в этом мире. А они блокируются, чтобы вы чувствовали себя, знаете, как Буратино. Поэтому, когда я это вынимаю, могут возникнуть боли, потому что мы работаем быстро. Любую боль, какая бы ни случилась, это боль, контролируемая с нашей стороны. То есть если вам будет больно, очень больно, это надо потерпеть, это там 5-7 минут. Возможно, вы ничего не почувствуете, просто люди разной чувствительности, и у всех разные повреждения после такого путешествия в христианство. Поэтому, пожалуйста, терпите, все находится под контролем. Невыносимых болей, так чтобы это было невозможно вынести, не было никогда. Или они были настолько кратковременные, что люди говорят, ну потерпела, ну и что, зато теперь чувствую себя, как будто килограмм 50 сбросила. Это вот после раскрещивания люди ощущения свои описывают. Если что-то зачесалось, это чесать не надо, потому что мы делаем работы быстро, и по вашим энергоканалам проходят существа. И когда вы чешете его, вы можете его случайно задеть рукой, ударить, вы мешаете работе. Поэтому, пожалуйста, мы лежим, мы не чешемся, ни глаза, ни волосы, ни пятки. Мы просто лежим и наблюдаем за ощущениями, которые происходят. Если вам интересно, если не интересно, не наблюдаем. Если хотим, совсем спим. Если захочется в процессе работ перевернуться на другой бок, или там, не знаю, сделать какую-нибудь асану из йоги, или даже встать на голову, это делать можно. Но это надо делать аккуратно, и еще надо понимать, что это идет изнутри, а не ваше желание как-то себя проявить. Допустим, вы устали лежать, и вот вы хотите теперь, я не знаю, встать на пятку и начать прыгать на этой пятке.
Такое делать не надо, потому что это мешает работать. Но если вы чувствуете, что вам нужно поднять ногу, согнуть руку, это придет изнутри, просто слушайте себя. Или там перевернуться на один бок, перевернуться на другой бок. Но это не должно быть так, что вы перевернулись на бок и лежите, пока у вас там рука не заболит до такой степени, что лежать уже невозможно. То есть это естественные позывы, которые приходят изнутри. Что такое естественный позыв? Естественный позыв – это тот, который не наносит вам вреда. То есть если вы чувствуете, что вам надо перевернуться, вы переворачиваетесь, потом переворачиваетесь на другой бок, потом опять ложитесь так, как лежали. Но никогда так, чтобы у вас были пролежни, чтобы вам было больно лежать, или чтобы были вот неестественные ощущения, которые вас могут беспокоить. У меня все. Спросите, пожалуйста, что я не рассказала или что вы хотели бы спросить. Я разговор записываю, он останется у вас, если какие-то будут моменты, которые вы забудете, вы можете вспомнить, прослушав запись. Я также хочу вас предупредить, что эта запись, она пойдет многим другим людям, потому что они спрашивают одно и то же, и я хотела бы вот у вас также попросить разрешения эту запись то есть опубликовать, чтобы люди могли прослушивать ее, чтобы я не повторяла много раз одно и то же. Поэтому, если что-то есть сейчас, вы спросите и скажите, можно ли публиковать потом эту запись. Да вопросов нет, в принципе. Угу. Вы не против вы не против публикации записи? Нет, конечно. Угу. Тогда, если что-то возникнет, пишите мне, пожалуйста. Я не могу всегда ответить на звонки, когда вы звоните, потому что, допустим, если я разговариваю с человеком из другого города, и вы звоните, я не могу ответить на звонок, поэтому вы всегда пишите. Я отвечаю, как только у меня сразу появляется возможность. То есть я не всегда могу сразу снять трубку. Я не прерываю разговор, если я разговариваю с человеком, и у нас разговоры бывают разной продолжительности и разной насыщенности. Бывают тяжелые беседы, которые совсем не нужно прерывать. Поэтому, если по поводу того, как будет проходить процедура раскрещивания, все, то я готова обсудить ваше письмо.